кое-какие из моих приятных покупочек в Италии. Значит, маленькая предыстория. Мы ездили на очень короткие каникулы на пару дней в октябре, когда у детей были каникулы. И я зашла в одну из парфюмерных в Римини, в центре, в историческом центре. Есть такая парфюмерия, называется Casa Dei. Вот, там оказалась очень милая, приятная продавщица. И она посоветовала, я спросила ее какой-нибудь итальянский аромат. Сказала, что хочу потратить немного, чтобы это было что-то приятное. Просто такой аромат, который бы у меня ассоциировался с каникулами. Я всегда люблю так, когда приезжаю куда-то на отдых, купить себе в первые дни либо крем, либо духи, пользоваться ими на месте. И затем приехать домой, продолжать пользоваться. Это помогает мне продлить приятные ощущения от отпуска. То есть они у меня ассоциируются с отпуском, эти ароматы и запахи. Вот, поэтому я сказала, что задача была что-то недорогое, приятное, итальянское. И она мне посоветовала вот эти вот духи. Они только вышли как раз, у нее был даже большой тестер на входе, такой распылитель. Я пшикнула ими, села рядышком, в кафешке сидели уже муж с детьми. Я посидела с ними, мне очень нравился этот шлейф от них, и я решила, что я их куплю. Вот, этот флакончик я использовала с октября, вот по начале года я его закончила, но он мне очень-очень нравился. Это аромат солнца, лета, он просто настолько теплый, настолько женственный. Мне очень-очень сильно он нравился. Я решила, что летом, когда мы поедем снова в Римини, я обязательно его куплю. Поэтому я зашла опять в эту же Casa Dei парфюмерию и взяла вот этот аромат снова. Ambre Blanc Алиса Ашли. Вот. Делает его, это итальянский бренд, несмотря на название, не совсем итальянское. Made in Italy. Но базируются они, кстати, посмотрим, если здесь пишет, в Монако, да. Вот. К этому аромату шел еще один, тоже тогда выпустился. Мы тогда с мужем его оценили, но почему-то не решились взять. И в этот раз ехали, мой муж был настроен серьезно взять марихуану. Ну, аромат соответствует названию. Он очень такой травяной, приятный. Правда, можно назвать его... крышечка. Можно назвать его унисекс, и может пользоваться и женщина, и мужчина, но все-таки, я думаю, больше немножечко подходит мужчинам. Я купила ему один флакончик, он оказался последним, но приятная женщина, которую зовут Сирена из этого парфюмерного магазина, сказала, чтобы я зашла к ней на следующей неделе, у нее будут поступления, и сказала, что если захочешь приобрести еще флакончик, то заходи. А я была настроена приобрести 2 флакона для мужа. Вот. Когда я зашла на следующей неделе, оказалось, что такая акция была. Покупаешь один и второй в подарок. То есть у мужа получилось 3 флакона. В прошлый раз, когда мы у нее купили духи, мы брали такие, потом еще что-то мы у нее купили тогда. Девочки, кажется, себе покупали лаки, либо что-то такое. Она дала нам вот такую вот миниатюрку, вот такой пробничек. В этот раз она девочкам дала Signorina Unica от Ferragamo. А в прошлый раз у нас была миниатюрка вот этих Signorina Romantica. Она подарила девочкам 2 пробничка, и мне очень понравились они. Он очень сладкий аромат такой. Это гурманика. Заявленные ноты можно почитать, я не помню их, но тут однозначно что-то кондитерское. Вот. Но это не приторная такая гурманика, не приторная сладость, а она разбавлена ромом. И это придает аромату сложность, благородство. В общем, он мне очень-очень понравился. В этот раз я купила уже полную версию. А она опять же подарила девочкам вот такую миниатюрку Signorina Unica. Кстати, они похожи. Могу сказать, что очень похожи. Вообще, продавец очень приятно, делает много подарков. Она также мне посоветовала попробовать вот этот, вот от Алиса Эшли. Purple Elixir. И сказала, что запах очень похож на Alien
Духи Элен, по-моему, Мюглер их делает, не помню. И это правда, они очень его напоминают. У них есть такое что-то кремовое и горчинка какая-то миндальная. Они мне очень понравились. Поэтому она мне, кстати, предупредила, что их снимают с производства. И у нее оказалось в наличии 2 флакончика. Я оба и забрала. Они, кстати, недорогие, 20 евро. Вот. Но очень неплохо держатся для 20 евро. Очень и очень неплохо держатся, я хочу сказать. И даже к концу дня я их ощущала. Правда, там было очень жарко. Обычно, когда тело разогрето, ароматы держатся лучше, чем в прохладную погоду. Вот, ну, в конце дня я ощущала на волосах, естественно, даже в последующие дни одежды чувствуется. Она мне положила еще и тестер, значит, и она предупредила, что их снимают с производства, и, то есть, она распродала остатки, так скажем, и уже потом они производиться не будут. Она подарила мужу вот такую свечечку ванильную, это аромасвечка от этого же бренда Алиса Эшли, и девочкам подарила вот такие вот. Дочкам я имею в виду, когда говорю девочки, Musk by Алиса Эшли. И это дорожная версия, его можно заполнять в флакончик. Сейчас в нем муск, а потом может быть что угодно. Вот такие вот 2 она дала обеим дочкам моим. Вот таких вот подарочков. В общем, мы от нее все с подарочками. Затем я еще купила от Kiko вот такой крем. Значит, он дает сияние, увлажняет. И мне он очень понравился, очень подошел. Когда его наносишь, кажется, что он немного имеет тон, но это не так. Это вот это вот сияние, скорее всего. Оно такой эффект дает. Тонирования у него нет. Правда, хорошо блестит от него кожа такая здоровая. Я решила взять попробовать. Очень быстро впитывается, легкая текстура. Мне понравилось. На лето что нужно? На загар очень хорошо. Сейчас даже не хочется наносить никакого тона. Вот. И также взяла вот такой блеск попробовать. Вот. Блеск хороший, красивый, на губах очень, очень приятно смотрится, но стирается тоже довольно быстро, поэтому лучше всего его, конечно, наносить на помадку. Снизу помада и сверху блеск, тогда лучше держится. Вот такое вот мерцание, сияние, ну, мне понравился. Затем в местной винтажке также времени купила вот такие вот классные винтажные клипсы. Они мне обошлись всего в 5 евро. Это винтажка от церкви. Не помню, как называется. Они очень эффектно, кстати, смотрятся на ушках. И не тугая застежка, что тоже приятно. Потом Марло. Итальянский бренд. Они делают из стали украшения. Недорогие, но очень качественные. Вот такие вот пусеты. Обыкновенные, кругленькие. На каждый день. Золотистые. Мне нужно было, мне не хватало немного. У меня больше все такого в серебристых тонах. А вот золотистого чего-то такого вот сдержанного на каждый день не было. В основном это что-то более такое претенциозное было. Поэтому мне нужно было на каждый день что-то простенькое. Я взяла такое 14 евро они стоили. Да, кстати, про духи скажу. Эти 20 евро. Эти, мне кажется, 35. Эти 35 стоил первый флакон. И за 37 второй, но он шел в подарок. То есть 2 за 37. Эти духи стоили 75 евро. Это подарочки. Кстати, еще из подарочков от Алисы Эшли. Она подарила девочкам по вот такому браслетику. То есть очень много подарочков. Милая женщина. Очень-очень мне понравилось. И мы так с ней мило побеседовали. У нее муж скончался не так давно. Он вообще заправлял этой парфюмерией. Сейчас она там главное консультирует, продает. Очень приятная женщина. Очень тепло отзывается от своего мужа. Было с ней приятно побеседовать. Вот, что еще хочу сказать. У итальянцев есть
Календарио философико. Это такие календарики с высказываниями на каждый день. И мне очень нравились они, потому что такие можно было встретить в кафе, потом на рецепции на пляже, в которые мы ходили, в каких-то магазинах тоже на кассе можно увидеть. У меня мини-версия я себе купила, потому что была только ручная кладь, и мне нужно было как-то уместить все покупки. Вот, взяла мини-версию. Я, возможно, прикреплю в конце видео. Я старалась в отпуске каждый день фотографировать высказывания. Прикреплю парочку высказываний, чтобы примерно иметь представление, что это такое. Мне очень милые, приятные, хорошие высказывания. Это что-то